Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Я вас благодарю прежде всего за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки, за просмотр. Я вам желаю в 1000 раз больше тепла, добра и света, чем желаете вы мне. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим с вами Таро-прогноз для знака зодиака Рак на предстоящую неделю. Раки, дорогие, настройтесь, будем смотреть вас. Раки, как пройдет ваша неделя, общие энергии недели? Общая энергия недели у вас будет под, знаете, под каким-то даже балансом, либо чем-то делиться. И здесь, знаете, такой момент, как будто эти энергии, они вас выталкивать будут в новое начало. То есть вы понимаете, что если вы где-то с кем-то поделились чем-то, да, поступили честно, где-то послушали дельного совета, здесь идет как бы такое направление, выбрано вами верно. Здесь и партнерство, здесь и отношения, здесь, ну, как-то такой баланс, будет все-таки баланс. Давайте посмотрим понедельник, чем для вас, под какими энергиями пройдет, чем знаменуется для вас понедельник. Понедельник вы будете эмоционально, знаете, на каком-то подъеме, будете думать о том, что все-таки судьба к вам благосклонна. А здесь для кого-то может быть встреча с королевой кубков, дамой чувственной, в которой вы все-таки будете проговаривать какие-то новые начинания и будете чувствовать легкость от общения. Вы будете понимать, что эта женщина, она способна вам помочь, она способна вас подпитать своей энергией, да, для того, чтобы вы все-таки вышли из зоны своего комфорта и пошли в какое-то развитие далее. Давайте посмотрим вторник, что для вас несет вторник. Вторник для вас несет карту Королева Пентаклей. О чем это? Это о том, что все-таки судьба вам преподнесет какие-то дары, да, она вам преподнесет партнера в виде вот этой королевы Пентаклей. Вам эта дама, она не то что как бы вас заставит сделать какое-то решение принять быстрое, да, но здесь говорится о том, что все-таки этот человек, эта дама Пентаклей, она вам послана свыше. Для того, чтобы ситуация ваша, которая уже давно висит в воздухе, она наконец-то разрешилась, понимаете? Вот здесь вот такой момент, что все-таки она вас вытолкнет, какой-то даст вам толчок. Да, не зря говорю о том, что все-таки у вас это, как хочется сказать, с ее подачи у вас пройдет все легко. Вот так, давайте посмотрим в среду, что вас ожидает в среду. В среду Королева Кубков. В среду Королева Кубков — это человек, от которого вы можете услышать некую информацию о развитии какой-то, понимаете, вот то, что вы планировали, в каком деле вы планировали быть победителем, да, вот здесь как будто эта Королева Кубков вам даст достоверную информацию. Здесь как бы тоже все идет, понимаете, вот здесь колесо фортуны на вашей стороне на этой неделе. Очень много выпадает этой карты в комментарии. И здесь идет только тот момент, что у вас что-то рушится, да, то, что у вас рушится, скажем так, по жизни, да, вот какое-то последнее время, здесь, раки, должны вы понимать, что все происходит не случайно. Вас выводят на новый уровень. Вам здесь любая информация, которая попадается, да, любые действия, которые происходят с вами, здесь это не просто так. Вы растете вместе с вами. Понимаете, вас выводят в некую легкость и в некую момент того, чтобы вы осознали, что в жизни не все так тяжело, как вы привыкли на себе тянуть. Давайте посмотрим четверг для вас. Четверг для вас знаменуется балансом. Балансом между тем, что я не хочу ничего делать, не могу, либо же я все-таки хочу достойной жизни, но почему-то сижу на месте, почему-то не принимаю решения, хотя оно требует решения еще вчера. Какое-то новое начинание, и стабильность, и деньги, и какое-то разочарование у вас по этому поводу. Здесь, понимаете, такой момент, как будто вы еще внутренне не готовы или не делаете какого-то шага, и здесь вы будете вот этот баланс соблюдать. То есть, знаете, где-то может осторожность, где-то может боитесь идти вперед. И вот здесь все-таки вам эта ситуация, которая висит уже давно, которая не дает покоя, да,
это только из-за недостатка информации. Здесь прислушайтесь к себе, дабы себя не корить за то, что вы ничего не делаете. Послушайте внутренний голос, послушайте свою интуицию, либо обратитесь за информацией, да, вот королева кубков, она все-таки несет вам информацию, прислушайтесь к этой информации, потому что она для вас будет, ну, сакральной очень. Это та информация, которую вы нигде больше не найдете. Так, четверг, пятница для вас, раки. Чем будет знаменоваться для вас пятница? Здесь такой момент, как будто вы все-таки либо уйдете в какое-то отстранение, либо захотите побыть один, либо кто-то, может быть, знаете, как уйдет с головой в работу. Все-таки вот в четверг вы будете еще балансировать, не понимать, что делать, а в пятницу вы можете встать, вот знаете, такой легкий, воодушевленный, и все, и взяться за работу, и делать это в одиночку. Вот какой-то такой момент в пятницу, но здесь все-таки вас ждет награда за проделанную работу. Суббота, что для вас несет суббота? Суббота для вас несет какой-то выбор пути. Здесь вы будете разговаривать с королем мечей, человек, который будет стимулировать к действию, который говорит о том, что хорош сидеть, ты уже все знаешь, жизнь у тебя впереди изобильная и богатая. Здесь только надо подключить, начни с малого, да, начни с малого, и по чуть-чуть ты все-таки дойдешь. И делай это легко, не напрягайся, строй планы, да. И здесь еще в помощь вам идет какая-то императрица, женщина, которая все-таки богата внутренним миром, да, как хочется сказать, у этой женщины все ключи от счастья. Вот этот человек, он у вас есть именно в, как это сказать, в поддержке, в помощниках, да. Вот с этим человеком вы справитесь в своем новом начинании, хотя и кажется, что это только планы, но здесь планы могут себя вполне реализовать. Что для вас в пятницу, говорю, воскресенье? Воскресенье для вас идет как некая нехватка, либо какой-то момент, как будто не хватает времени, не хватает скорости, знаете, вот так, как будто вот все против вас, как будто вас топорит это все намеренно. Опять ситуация ваша зависает, и здесь как-то выходит королева жезлов. Здесь какой-то вопрос можете решать, кто в семейных отношениях с женой, с мамой, да, если не семейные отношения с тещей, со свекровью. И здесь вы будете говорить о какой-то легкости, о том, что как-то, ну, судьба там что-то несправедливо, да, или что-то вот такие какие-то моменты в воскресенье. Но здесь еще карты говорят о том, что возможно, какую-то тайну узнаете, возможно, узнаете какую-то тайну, возможно, откроется какое-то против вас, кто-то что-то замышлял, и вы это все-таки узнаете и будете немножко опечалены. Давайте посмотрим для вас совет. Советом вам выпадает шестерка кубков. Эта карта говорит о том, что что-то новое начало, вы понимаете, вот которое новое начало вы начинаете, это начало вам по судьбе. Здесь у кого-то чувства, да, какие-то открываются новые. Кто-то начинает вообще иначе воспринимать все происходящее. И вот здесь вот это ваше обновление, вот это ваша какая-то наивность в этом вопросе, да, такая еще незрелость, это все-таки судьбоносное решение, и это вас выталкивает из вашей зоны комфорта для развития вперед, и здесь для кого-то придет очень хороший человек для партнерства. Давайте посмотрим далее, что вас ожидает в личных отношениях, дорогие раки. В личных отношениях вы будете много работать над личными отношениями на этой неделе. Над личными отношениями. Здесь для многих идут перемены в отношениях. Здесь для многих, знаете, как что-то надо менять в отношениях, потому что уже как-то так, как было раньше, уже не хочется, а хочется кучу чувств, эмоций, да, хочется фонтан эмоций. Здесь для некоторых может быть еще, знаете, как отыграется, у кого давно стабильные отношения, над которыми много вкладывались, в которые отношения, да, вот здесь как раз таки вы эти перемены на этой неделе ощутите. А здесь идет туз кубков, который говорит о том, что ваши эмоции будут играть всеми цветами радуги. Знаете, вот это будет настолько эйфорийное состояние, когда вы просто поймете, что любовь, она может быть очень яркой, она может быть просто вот такой, даже некой безумной, да.
Но здесь безумие в хорошем смысле слова. Здесь только о том, что вы ощутите даже какие-то, знаете, вот хочется сказать больше, чем любовь. Вы ощутите внутреннюю глубину всего смысла слова «любовь». Вот на этой неделе, раки, у вас такая информация идет. Давайте посмотрим, что вас в работе ожидает. В работе у вас какой-то момент идет хитрости, предательства, либо обмана. Кто-то вас захочет обмануть в работе, да, кто-то хочет что-то там схитрить именно в отношении вас и выставить вас как будто каким-то, хочется, ну не хочется назвать это слово дурачком, а здесь как-то вы в работе будете, от кого хитрость? А понимаете, вот то, что с вами сейчас происходит, да, какая-то хитрость, какой-то обман именно в профессиональной деятельности, да, и когда вас хотят вот как будто завуалировать ситуацию, да, и выставить ее в наикрасшем свете, как говорится, то здесь этот момент вам по судьбе. Только я не пойму, почему вы, что вы тут такого, раки, натворили, что вам... Вы как-то долго сомневались в каком-то выборе, что-то вы сделали не так, хотя у вас была возможность поступить иначе, а вы не сделали тот выбор, который нельзя было сделать. И вот здесь как-то идет момент вот этого, что... как-то и карьера ваша может немножко подшататься. Какое-то острое решение вопроса будете принимать именно в работе. Какая еще рекомендация для этого? Вам какой-то вопрос этот надо будет решать с королем мечей, человеком, который будет профессионал в своем деле. Понимаете, вот этот вопрос вам надо решать с этим человеком. Так, давайте дальше смотреть, что же вас все-таки порадует. Что вас порадует, раки? Порадует вас, знаете что? Что вы наконец-то выйдете из состояния, что я не хочу, я опечален, уйдет меня печаль, я весь... Как там, да? Уйди, старушка, я в печали. Вот вы уйдете из этого состояния. Вас это все-таки обрадует, и вас это приведет в какое-то чувство такое, что, понимаете, вы где-то закончите какую-то борьбу, где-то перестанете депрессовать, и где-то вы все-таки уйдете от вот этих вот эмоций, когда меня ничего не радует. Это вас, конечно, обрадует на предстоящей неделе. Давайте посмотрим ваши финансы. Ваши финансы, король кубков. Ваши финансы на предстоящую неделю. Башня. И умеренность. Дорогие раки, смотрите, вы либо кому-то будете отдавать деньги, либо с вас возьмут деньги на этой неделе. Даже хочется сказать почему-то в принудительном порядке. Здесь что-то для вас будет рушиться, но здесь такой момент, как будто... Вы сами, знаете как, сами эту кашу заварили. Вот такой вот момент для вас идет. Сами заварили, сами и кушаете. И здесь как будто вы будете платить, ну даже, не знаю, платить, не платить, ну по финансам-то вроде как, да, какая-то плата должна быть. Некому королю кубков. Некому королю кубков будете платить. Кто-то будет платить за какое-то, знаете... не то что увеселительное мероприятие, а за вот эту легкость, с которой относились, да. Но здесь опять карта умеренности, она говорит о том, что это не будут очень большие деньги, это будет, ну, как бы все размерено, да. Все размерено здесь будет в финансах, ваш вот этот платеж-транш, это не великая какая-то сумма пройдет. В принципе, должно быть все гармонично выстроено. Давайте посмотрим, какая неприятность вас может ожидать. Неприятность вас может ожидать та, что вы все-таки сделаете неверный выбор в направлении. Сейчас посмотрим это об этом. Здесь
Неприятность. Неприятность в чем может заключаться? Знаете, здесь либо вы примете неверное решение в качестве нового направления, куда вы собирались двигаться, да? Здесь вы можете попасть... В общем, вам может дать вот королева, не королева, а императрица какой-то неверный совет. Это то, что вас может неприятность какая поджидать. И еще... Да, здесь идет момент выбора, что вы можете сделать какой-то неверный выбор. И вот здесь этот выбор, давайте еще посмотрим, чего касается. Как будто, знаете, вы откажетесь от какой-то гармонии, от какого-то партнерства, почему-то опираясь на прошлый опыт. И здесь вы потеряете возможность выйти на новый уровень, на новое развитие, на обретение желаемого. Вот такой какой-то идет. И вот эта вот неприятность ваша заключается. И давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Обратить вам внимание надо прежде всего на себя, на свою стабильность, на то, что вы уже имеете, и вам здесь нужен какой-то совет очень мудрого человека. И вот этот совет от этого человека, он заключается именно в эмоциональной сфере, да, какой-то вот совет и по поводу эмоций, возможно, по поводу отношений вам надо поговорить с каким-то очень влиятельным, даже не столько влиятельным, сколько знающим человеком в этой сфере, да, и вот здесь как будто у вас будет как, либо решить вопрос с этим, но здесь больше идет, как, знаете, как наставника какого-то, который человек, к которому прислушиваются. Вот здесь какой-то вопрос решения именно гармонии, именно любви, потому что вы как-то понимаете, ситуацию пускаете на самотек, решения никакого нету, и вы не делаете выбор, который вы должны сделать. Раки, насколько я помню, у вас уже не первый раз выскакивают какие-то карты по поводу того, что вы не можете не сделать этот выбор. Вот. Поэтому вот такой расклад у меня получился для раков. Дорогие мои раки, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны, будет очень много интересных видео. А я вам желаю всего светлого, всего доброго, раки, я вам желаю наконец-то сделать свой выбор. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте благоразумны, пусть вас оберегают высшие силы. И я вам желаю, берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.